Привет, с вами Виктория Сидорович, и сегодня у нас вторая йога-тренировка. Сегодня будет больше такой релакс и растяжка. И с нами снова Таня. Если вы с Таней не знакомы, Таня, расскажи о себе и что нас сегодня ждет. Я в практике уже больше 10 лет, поэтому у меня есть некий опыт судить по растяжке, по йоге, вообще по телу. Поэтому сегодня мы с вами пройдемся вообще полностью по растяжке ног, задняя поверхность, ягодицы, раскроем грудной отдел. Ну и там по мелочам еще много чего сделаем. Поэтому вы сейчас увидите растяжку Тани и поймете, что ей можно доверять. Да. А перед тем, как приступать к этой тренировке, мы снимали уже силовую йогу. На ней можно классно разогреться, поэтому мы рекомендуем сначала посмотреть ее и потом переходить уже к растяжечке. Вам, как всегда, понадобится хорошее настроение, наше видео, костюм и йога-коврики. Можно без костюма. Можно без костюма, но йога-коврик вам точно понадобится. Да. Напомню, что можно ковричек купить в Йога-мании красивый, а мы приступаем к нашей растяжке. Хорошо, поехали. Ноги на ширине таза. Мы сейчас немного включим подколенные мышцы сухожилия, прогреем их, а потом уже начнем такое вытяжение делать. Садимся вниз, такой небольшой присед делаем, руками хватаемся за щиколотки, локти направлены назад, живот, грудь прижимается к ногам. И отсюда мы стараемся вытянуть колени максимально, как у вас позволяет растяжка, и снова сократили вниз, ушли. Снова вытянули и вниз. Самый важный момент, чтобы у вас ноги не отрывались вот сюда, да, спина осталась горбатой где-то сверху, а все прижимаем к ногам и только вместе с ножками разгибаемся. Взгляд тянем вниз, грудь тоже, ребра, все тянем вниз, локти назад. Сделаем с вами раз 10-12. Локти назад затяни. Хорошо. Спину тоже старайтесь вытягивать. Поясницу включаем. И последний. Держим это положение. Даже если у вас ноги сейчас согнуты, ничего страшного. Потихонечку проталкиваем колени и фиксируем это положение, дышим спокойно. У кого ноги уже выравниваются, прижимаемся еще ниже и стараемся лицо затянуть к ногам. Вот сюда, дальше. Но не спешим. И больше ребрами еще вниз вытягиваемся. Да. Колени вместе не собираем. Параллельно друг другу. Хорошо, поставьте руки чуть подальше, стряхните ноги. Мы натягиваем сзади одно запястье, делаем запястный замок, вот таким образом, только сзади. И забрасываем руки назад. Максимально, как они идут. Если получается на ровных ногах устоять, тогда держим. Если на согнутых, окей. Расслабляем плечи. Руки сами под своим весом начнут опускаться, вытягиваться к полу. Вы только разрешите им это сделать. Да, хорошо. Дыхание ровное. Ничего критического тут не происходит, просто висим и как бы падаем плечами вниз. Да. Если вы руки вообще не можете вместе собрать, тогда возьмите какую-то резинку, веревочку и натяните просто сзади, руками растяните ее. Локти максимально втягиваем. Да. 3, 2, 1. Только руки отпускаем назад, меняем другое запястье и вытягиваем за голову. Ноги продолжайте выравнивать, если они у вас еще согнуты. Да. Есть такой момент, вы можете, например, ноги вытянуть, а спина немного выше оторвется, вот как у Вики. Тогда чуть-чуть согните ноги и больше спиной вытянитесь вниз. Да. Хорошо.
Здесь мы сразу вытягиваем всю заднюю поверхность, спину и плечи. Расслабляйте плечи, одно, второе, и немножечко отпускайте руки. Может быть такое, что у вас руки вот здесь, вот, да, например, снизу. Тогда вот такими мелкими забросами, по чуть-чуть, пунктиром таким, закидываем их за голову. 5, 4, на выдохе ниже опускаемся. 3, 2, 1, забрали руки. Опустились вниз и мягкой волной наверх вышли. Покрутите плечи, немного расслабьте. Хорошо, опускаемся. Садимся и вытягиваем ноги, вернее, одну ногу вперед, вторую к себе. Подтягиваем. Смотрите, эта нога просто фиксируется здесь. Если тут колено очень высоко, ему дискомфортно, можете подушку какую-то подложить. Здесь нога ровная, мы сейчас с ней будем работать. Носочек на себя, корпус разворачиваем четко на ногу, пупок на ногу. И начинаем уходить вниз. Если вы находитесь очень высоко, вот просто вот здесь сидите, даже еще назад заваливаетесь, не переживайте. Немного согните ногу, наклон вниз делаем, прижимаемся хорошо к ножке. И отсюда, вот вы прижались, начинаем выползать туда, выскальзывать пяткой вперед. У нас тут пол сразу репит, но вы можете носок какой-то одеть. Вот. И важно тянуться здесь не боком, а конкретно вот срединой, да, два плеча смотрят на ногу. Все, держим. Если тут спина у вас будет уставать, расслабили ее и снова вытянули. Но спина здесь основной наш элемент, как бы это странно ни звучало, но все складки на узких, на широких ногах, вот такая складка, они делаются только за счет спины. Если спину вытянуть, тогда задняя поверхность ног тоже вытянется хорошо. Да, и не прыгаем. Прыгаем. Ну, это типичная история, все начинают долбить туда вниз. Нет, это убираем. Просто задержитесь, расслабьтесь в таком спокойном состоянии. Вперед вытягивайтесь, вперед, самое важное. Когда начинаете вниз уходить, то у вас вот такое положение происходит. А вы тянитесь вперед, тогда живот у вас и так ляжет. Это нервы появляются. Это нервы, да. Да, все нервные сейчас такие. Вот можете успокоиться чуть-чуть. Хорошо, возвращаемся назад с круглой спиной. Возвращаемся, ногу стряхните, расслабьте, сильно тоже не перенапрягайтесь. Все, что касается растяжки, все должно быть на уровне тянет, но я могу расслабиться, я могу чуть потерпеть. Когда уже вообще там разрыв шаблонов, но это нездоровая история. Окей, и мы уходим сразу на бок. Значит, одной рукой противоположной мы фиксируемся под коленом, второе плечо разворачиваем назад, раскрываем грудь. И закидываем руку за голову, за ухо. Взгляд наверх, стараемся опуститься вот сюда к ноге, но не спешите. Самый важный момент тут конкретно вот этот разворот сделать. Вы можете даже сверху сидеть, хорошо разворачивать, грудь в потолок. А что тянет, бок правый? Да, мы сейчас вытягиваем бок и часть спины. Ну и, соответственно, ногу тоже у кого-то может тянуть здесь. И аккуратно тоже немножечко так как бы падаем, опускаемся на ногу. Нижнее плечо вытягиваем вперед, помогаем себе нижней рукой, верхнее назад. Сейчас я Вику немножечко подтяну. Не нервничай, все хорошо. Да, но если у вас есть помощник, он тоже может такую манипуляцию сделать. Нижнее плечо мы толкаем вперед, помогаем, а верхнее назад разворачиваем. Вот. И все, дыши спокойно, глубоко. Постарайтесь дышать в этом положении в ребра. Вот сюда. Холодные руки. О, прости. Нормально? Угу. Хорошо. Угу. Чуть расслабься.
Вика сильно старается. Хорошо, здесь задержитесь, прям очень кайфовое положение. После него у меня все ходят ровные, просто как струночки. И закрываем мы его вот сюда. Заворачиваем, круглая спина, голову расслабили и возвращаемся вот сюда. Да. Стряхните тоже ногу ровную, меняем вторую сторону. Нормально? Да. У меня теперь один бок длиннее второго. Надо будешь так уравнять. Да, надо уравнять, сейчас сделаем. Все, поставили, выставили ногу, заходите в это положение либо согнутой, вот сюда, вперед, либо сразу на ровной и спину больше тут включаем. Привет, менее растянутая сторона. Вот это менее растянутая? Да. Ну да, такое может быть. Не страшно. Кстати, всегда, когда одна сторона больше растянута, вторая меньше, лучше начинать на ту, которая меньше растянута. Вот. Почему? Потому что сил вначале больше, энергии больше, и на первую сторону мы всегда больше стараемся. Ага. Хорошо. Так что выясните свою менее растянутую сторону. Да, но если они одинаковые, то не важно на какую ногу. Колено здесь сильно прижимать, можете даже ладони вот так вот подкладывать и прижимать ладонь вниз, либо карандаш какой-то. Мы так делали, кстати, когда-то, такая старая школа, да, карандаш ставишь, нажимаешь коленом и тогда чувствуешь, ну прям, все чувствуешь. Интересный подход. Да. На выдохе еще вперед и вниз. Больше тянемся вперед, тоже лицо, все, голову не кладите раньше, чем ляжет ваш живот. И возвращаемся с круглой спиной, аккуратно. Ногу стряхните. Да, заходим на бок, сейчас выровняем твои стороны. Сбалансируем. Рукой фиксируемся хорошо, плечо сразу вперед, второе назад. Раскрываем, закидываем руку, взгляд наверх. И потихонечку опускаемся. Кто уже здесь ложится, вот вы коснулись, вам вообще в кайф, думаете, что тут вообще происходит. Тогда нижнее плечо начинает тянуть перед ногой к полу. Вот сюда подтягиваем, стараемся коснуться пола, а верхней еще себе больше разворачивайте наружу, наверх. Ну и дышим, конечно, дышим. Так. Угу. Да, вот смотри, окей, ты сейчас сидишь, но ты не тянешься в сторону, тянешься немножко наверх. Тебе нужно ребрами вот прям на ногу туда вытянуться. Да, да, да. Вот сюда. Эта сторона какая-то вообще. Да. Да, такое может быть. Что все понятно. Угу. Дыши, дыши, просто расслабься. Верхнюю руку, пальцы тоже, всю линию дотягивайте. Пальцы, они вас вот направляют, заводят туда. Так, еще вдох, выдох. И округляем спину, закрываем ручку на середину, возвращаемся наверх, спину выровняли. Собираем ноги. Вуаля. Вуаля. Собираем ноги. А всегда после растяжки нужно делать промежуточную компенсацию. Мы вытягиваем ноги, потом собираем их вместе и говорим, типа, успокойтесь, все хорошо с вами, ничего не произошло, все хорошо. Но психологически это очень хорошо работает, эта тема. И сейчас вытянем еще ягодицы. Тоже одно из моих любимых упражнений – голова коровы. Одну ногу подкладываем перед собой, колено четко вперед смотрит, вторую ножку закладываем наверх, вот сюда затягиваем. У вас может быть такая история, что нога сюда не подползет, а где-то там остановится вот тут, да, все, и вот не идет. Тогда вы садите вторую ягодицу для начала и начинаете потихонечку затягивать сюда ножку. А вторую обязательно садить? Да, вторую обязательно садить. Чтобы надо стопу чуть-чуть оттолкнуть, и, чтобы пространство там было.
мешает. Да. Верхнюю ногу мы расслабляем, не напрягаем, она опустится и просто будет лежать. Если вам здесь уже тянет, да, Вика, тянет? Я вижу по глазам. 10 лет йоги меня еще не достигла, поэтому тянет уже здесь. Сори, ну вот все, тогда сидим, кайфуем, и, значит, твоя задача сейчас вес одинаково переместить на 2 булочки. Да, на 2 булочки одинаково. Вот просто можешь даже руку сюда ставить на бедро и потихонечку отдавать вес. Не плечами, не корпусом, чисто тазом работаем. Когда вы уже садитесь, у вас все окей, ничего не тянет, начинаем уходить вниз, складываться вот сюда. И есть еще одно усложнение, ну ты просто тянись. Я посижу, а ты рассказывай. Да, как бы. Есть еще одно усложнение, тоже вы можете здесь параллельно еще открывать грудной отдел. Делаем замок руками, сзади собираем руки, вперед взгляд и вот сюда уходим в наклон. Потом ручки меняем то же самое. На одну и на вторую сторону так делаем. Вот. Это не обязательно, это просто если прям скучно, нечем заняться тут. Можно повеселиться. Да. Ну что тянет, Вик, расскажи. Правая булочка. Правая булочка, да, все верно. У вас может тянуть... Левая ножка тоже тянет немножко. Где именно? Бедро. Да, тоже может быть. Ну, значит, суставы плохо развернуты. А здесь тоже они хорошо, да, раскрываются суставы. Вот, здесь мы сейчас тянем ягодицу и суставы. А у кого-то еще, если чувствуется, например, нижнее колено дискомфортно, тогда вы можете подложить какую-то подушечку, либо вот там сильно не складываться, даже немножко назад откатиться, потом аккуратно ноги и спину вниз выводим. Все, я думаю, можем расплетаться. Аккуратно. Это еще новый челлендж. Да, достаем ноги вперед, вытягиваем. Сейчас они отдохнут, расслабили. И вторая сторона. Поехали. Вторую ножку делаем. Колено посередине. Вторую тоже закидываем сюда. Садим 2 попы. Это легче сторона. Легче? Да. Хорошо. Угу. Да. Стремитесь к тому, чтобы у вас стопы были на одной линии. Вот где нижняя стоит, туда и верхнюю затягиваем. Вот. Ом. Да, ом. Все. Расслабляем булку, опускаем ее. Корпус расслабьте, ничего здесь лишнего напрягать не надо. Мы просто сидим, просто общаемся. Можете чаек себе налить. Вот. И долго так можно сидеть? Да, сколько хочешь можно сидеть. Да. И все работает? Да. Все помогает? Да. Сколько хочешь. Ну, если комфортно, то вообще нормально. Так, работаешь из дома, так, садишься, да. и, чтобы не тратить время зря. У меня так, в шпагат. У меня так было. Я просто дома много. Вот я что-то делаю, книжку читаю, там сериал какой-то смотрю, и я садилась в бабочку, там на широкие ноги. Ну, в это не садилась, но можно тоже садиться. Вот. И все, и вы просто забываете, отвлекаетесь, что-то делаете, а ноги параллельно тянутся, даже ничего там стараться не нужно. А не вредно долго прям так сидеть? Нет. Если под своим весом никто на вас не прыгает, там не давит, то сколько хочешь. Но главное потом аккуратно собраться. Это да. Хорошо, возвращаемся. Вытягиваем ноги вперед, тоже не торопитесь, если нужно больше времени, прям аккуратно. Стряхните ножки. Угу. Подтяните, сейчас мы компенсацию сделаем. Любимое, вот это любимое упражнение моих учеников. Компенсация. Да. Себя обнять, пожалеть. Да. Так, и сейчас ложимся на спину. Ложимся на спину. Исходное положение у нас бабочка, да, в ногах. Берем за большие пальцы себя, хватаем. Можно за большие пальцы, можно за голени. Вот здесь. Я не люблю это упражнение. Ты уже знаешь, да, что будет? То, чего я не умею. Ничего, сейчас сделаем. Ваша задача, что мы делаем? Мы открываем ноги от колена, только голени. Колени смотрят по сторонам, вот так и остаются. Открываем ножки максимально, вот насколько получается. Стараемся их выровнять и поставить на пол, вот сюда.
Но есть момент, чтобы у вас попа не поднималась, да, сильно туда не выходили вы назад. То есть копчик тянем вниз, таз тянем вниз, ноги открываем. Если ноги открываются, например, вот в такой, да, вот на такой уровень, хорошо, значит, тут ваша первая задача – это включить колени и сначала вытянуть колени. Вот сюда, например, да, плавно, плавно, плавно выжимаете, а потом уже тащите их за руками. Сейчас я Вике помогу. Оставь меня. Я и тут нормально посижу. Да, смотрите, если у вас тут неудобно пальцы брать, вы можете вот сюда, да, сверху фиксировать за щиколотки. Да, и вот вы потихонечку открываете. Это может быть немножко выше. Ничего, что они там согнутые, все равно работа идет, да, Вика? Чувствуешь работу? Важный момент. Чтобы вот эта растяжка получилась, вы расслабляете паховую зону, то есть внутреннюю сторону бедра, а вот колени включаете. Вот это нужно прям сначала понять, а потом сделать. Вот. И мы вот так потихонечку. Вики даже в этом положении тянет, да? Хорошо. Хотелось бы сказать, что нет. Да. Вот, не спешим. Вы можете тут пошатываться немного на одну сторону, на вторую сторону. Это тоже суставы, да, раскрывают? Да, суставы и растягиваем внутреннюю поверхность бедра. Это как складка на широких ногах сидя, да, вот почти то же самое, только лежа мы делаем, но тут здесь силы больше. Да, силы больше, и здесь мы очень хорошо вытягиваем свою поясницу за счет того, что мы копчик вбиваем в пол, да, и поясница вытягивается. Вот когда ноги дрожат, как у Вики, это тоже нормальный процесс, не пугайтесь, они там немножко в истерике первое время могут подергаться. Так что, если что, мы не одни. Да, все, закрываем и прижимаем рядышком друг к другу, вот, компенсируемся. Отдыхаем, да. Жива? Нормально? Конечно. Хорошо, все, садимся. Ох, растянулись. Мы, в принципе, закончили. Давай сделаем вдох глубокий через сторону. Вытягиваемся наверх, подбородок тянем вниз. И резкий выдох. Опустили. Всегда резкий, бросаем руки, чтобы сбросить лишнее напряжение. Все. Закончили. Ну что, вы огромные молодцы. Мы тоже. Спасибо, что тренировались с нами. А если вы хотите классно, полноценно растянуться, Таня приглашает вас на свой онлайн-курс «Йога через растяжку». Растяжка через йогу. Таня, о чем курс? Да, приглашаю всех. Это курс по растяжке на основе йоги, то есть все делаем на здоровье, на пользе, не перегибаем палку, но садимся на шпагаты прям уверенно и круто. За месяц, кто хочет сесть, пожалуйста, welcome, прям очень жду. Уже подумываю провести с Таней эксперимент. Возможно ли меня таки посадить на этот шпагат? Давай проведем. Давай проведем? Да, давай проведем. Ребята, ну вы поняли, да? Ждите серию. Не, ну ты готова к работе? Это моя мечта уже 10 лет. Тюра, вообще, все, сделаем. Так что, если вы хотите шпагат, ссылочка в описании видео, лайк, подписочка, я надеюсь, уже давно стоит, и колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До скорого!